Любителям анимешных дам привет! Другим представителям фауны тоже. Сегодня мы подготовили пересказ по прикольному и крайне хайповому аниме. А называется оно «Не издевайся, Нагатора». Я лично как проклятый строчил сценарий, пока Селин сдавал блинский ЕГЭ. Так что поблагодари меня за старание подпиской на мой канал, ссылка в описании. Ну и все, теперь можно начинать. Сэр Олег, стартуйте. Аниме стартует с красивых природных пейзажей, которые переключаются на обычную школу. Внутри здания нам показывают библиотеку, которую оккупировала стая крикливых женщин, которых, походу, не учили, что в библиотеке нужно соблюдать тишину. Позже появляется наш главный герой, на вид обычный хлюпик, старшеклассник, немного похож на меня. Он направляется в библиотеку, чтобы спокойно позаниматься, но его планам не суждено сбыться из-за ранее описанных девиц. ГГ садится за стол и про себя называет этих дур-очек дурочками, и что вообще с такими бы, как они, он бы никогда не начал романтические отношения. Отличительная черта нашего героя — это умение смущаться при любом удобном и неудобном случае. Каждый раз, когда девочки смотрят в сторону нашего ГГ, он смущается, и все доходит до того, что когда одна из девиц стояла совсем рядом, наш пацанчик перенервничал и опрокинул свой портфель, из которого выпали наброски его манги. Деваха не растерялась и сразу же решила почитать труды начинающего мангаки. Ну и начала смеяться, а ее насмешки подхватили подруги. Короче, ну просто тотальное унижение. К сожалению, это еще цветочки, ведь одна из девиц по имени Хаясе Нагатора смекнула, что, возможно, наш ГГ будет идеальной целью для ее дальнейших пыток. После того, как все школьницы, кроме Нагатора, покинули библиотеку, между ГГ, его, кстати, зовут Наото, и Нагатора завязался максимально тарантиновский диалог, в ходе которого Нагатора называет ГГ сэмпаем и начинает как-то слишком активно обсуждать его мангу. Короче, говорит, что главный герой его произведения и сам сэмпай очень похожи, и для подтверждения своих слов решает имитировать одну из сцен манги вживую. Когда наступил ключевой момент из произведения, сэмпай, как и его лирический персонаж, не смог прикоснуться к девушке. Это было началом безумной жизни нашего главного героя. Сразу после того, как сэмпай опозорился, на него опрокинулся шквал насмешек. Наото не смог такого стерпеть и заплакал. Довольно знакомо. Ставь лайк, если тебя тоже унижают девушки. Бля, Олег, у тебя просто отвратительное видео, тебе нахуй лучше вообще не жить. Нагатора вытирает слезки своего сэмпая и просит прощения за то, что довела его до слез, ну и быстро уходит. А ГГ продолжает сидеть на полу в полной депрессухе, ведь до этого он даже представить не мог, что девушка могла бы довести его до слез. После такого активного дня Наото не смог уснуть, так как ему все время мерещилась Нагатора с ее приколдесами. На следующий день Наото собирается войти в класс своего кружка по рисованию, но его прерывает Нагатора, которая теперь знает, чем же увлекается ее сэмпай. Наото думал, что может расслабиться в кружке рисования, но Нагатора не собирается оставлять его в покое, и потому тоже входит в класс. Она просит нарисовать ее, говорит, что такое должно точно понравится сэмпаю, но тот отнекивается, и тогда Нагатора решает накалить обстановку и предлагает организовать эротический портрет себя. От такого предложения у Наото встают волосы дыбом, и чуть не перевозбудившись, просит Нагатора не раздеваться. Говорит, что нарисует ее просто так, без пошлостей. Нагатора соглашается и предлагает сэмпаю вознаграждение за хороший рисунок. Какой именно будет награда, не уточняется, но все же Наото берет себя в руки и пытается что-то намазякать. Выходит, мягко говоря, не очень, но Нагатора это устраивает. И тогда она говорит сэмпаю закрыть глаза. Наото ощущает нежные пальчики Нагатора, понимает, что сейчас будет поцелуй, и получает по лбу. Оказывается, Нагатора просто пошутила над ним. И вообще, говорит, что нарисовал он полную фигню. Спрашивает, где бедра у картины, и светит своей мини-юбкой. Ну и снова доводит до слез Наото. После того, как Наото разрыдался, она снова решила извиниться и еще капельку подразнить его. Говорит, что в следующий раз точно отблагодарит его. По пути домой Нагатора снова дразнит своего сэмпая и предлагает ему начать встречаться. Наото оцепенел, но его быстро приводят в чувство, ведь это снова была шутка. После мыльного диалога Нагатора толкает Наото, и тот катится в реку. Да, он настолько легкий. После того, как Наото выбрался из канавы, Нагатора решает извиниться, но сэмпай говорит, что ничего страшного не произошло. Нагатора спрашивает, почему Наото никогда не злится. И тогда начинается флешбэк главного героя. Все дело в трудном детстве, но как иначе-то? Над Наото с детства издевались за его мангакерское призвание. И похоже, что он уже просто привык, когда к нему относятся как к скоту. Ну и после этого Нагатора предлагает познакомиться поближе. На следующий день Наото находится в кружке рисования. Все тихо и спокойно, но спустя ровно 12 секунд в кружок врывается Нагатора, которая крутится с обручем и просит сэмпая тоже залезть под него. Когда Наото пытается это сделать, он случайно видит трусики Нагатора, и та начинает его избивать обручем за то, что он такой извращенец. Уже после уроков Наото снова сидит в кружке и решает почитать извращенскую мангу. С максимально пошлым лицом он сидит
сидит прямо перед дверью, из которой неожиданно появляется Нагатора, которая замечает странное поведение сэмпая и видит у него мангу. Ну, как говорится, это не твое, а наше. И да, это был новый выпуск развратной девочки-вампирши. Зачем вам это знать, я, конечно, без понятия. Нагатора называет Наото мерзким девственником, но сэмпай быстренько переворачивает игру и говорит, что ему интересен только сюжет. Нагатора вчитывается в журнал и в принципе соглашается с тем, что сюжет неплох. Также Нагатора снова замечает схожесть персонажа из манги и Наото, ведь и тот, и другой девственники. Наото спрашивает о том, как Нагатора может знать, девственник ли он, ведь для этого нужно быть вампиром. Ну и Нагатора решает закосплеить девочку-вампиршу и пытается своими большими клыками укусить тоненькую шею сэмпая. Однако все пошло не так, и Нагатора хватается за интимное место Наото. По пути домой он находится в постоянном напряжении, ведь не каждый день лапают. А Нагатора продолжает его дразнить и предлагает снова пожмякать, но в итоге хватает за живот. Уже дома Наото умирает от избытка развратных мыслей в голове и начинает безумно двигаться в кровати. На следующий день в кружок по рисованию снова врывается Нагатора, которая хочет сыграть в игру «Попади в соски». Ну знаете, крутая игра, если честно, вот недавно играл в нее с батей, а главное, что не со своим. За победу в этой игре победитель получает купон на исполнение любого желания. Например, если Наото надоедят издевки Нагатора, он может применить купон и просто остановить ее. Однако, не обязательно желать что-то такое скучное. Допустим, можно попросить, чтобы Нагатора пришла в класс в купальнике, или просто голой. Итак, игра начинается, и Нагатора, а-ля те крутые лучники из Аватара, попадает с первой попытки точно в цель, в маленькие сосочки Наото. После такого попадания, Нагатора понимает, что сил на то, чтобы сыграть в эту игру с девушкой, у ее сэмпая все равно не хватит, и поэтому присваивает купон себе. Но Наото берет всю волю в кулак и говорит, что сыграет. Нагатора явно не ожидала такого поворота событий, и когда уже Наото был совсем рядом с блузкой Нагатора, она просто сбегает навстречу друзьям. Уже вечерком Наото решил отправиться в тихое заведение и спокойно порисовать. Но не тут-то было. В кафешку заходит Нагатора со своей компанией. Теперь Наото наконец сможет увидеть, как Нагатора общается с другими людьми. Он думает, что скорее всего она будет над ними все время подшучивать и издеваться. Однако выясняется, что Нагатора со всеми, кроме своего сэмпая, максимально холодна. Ну и по возвращению домой, сэмпай догоняет Нагатора, которая говорит, что его хлипкую фигуру можно очень просто увидеть издалека. Наото в свою очередь хочет что-то сказать Нагатора, но быстро передумывает, и она снова называет его мерзким. На следующий день в кружке рисования Наото работает над своими натюрмортами ровно 13 секунд, ведь на 14-й рядом с лицом Наото появляется Нагатора, которая снимает с себя юбку и полностью обнажается. Шутка. Она просто показала свой купальник, так что все нормально. Когда наши герои возвращались домой, их поджидал проливной дождь. А так как Наото не выделяется какими-то физическими способностями, он не смог долго бежать. И в итоге Нагатора и Наото пришлось остановиться в беседке. Пока ребята высушивали свои вещи, Нагатора решила немного подразнить сэмпая и сказала, что сейчас ее школьная форма максимально прозрачна. И если Наото повернется, то он будет извращенцем. Наото какое-то время ничего не предпринимает и думает, что все-таки может быть Нагатора его сейчас так дразнит, и скорее всего под ее формой будет школьный купальник. Поэтому Наото оборачивается, но никакого купальника на Нагатора не обнаруживает, а видит просто промокший лифчик. На Наото обливается шквал критики. Нагатора продолжает называть его извращенцем. Это надоедает сэмпаю, и тем более на улице уже становится прохладно, поэтому он решает отправиться домой, каким бы сильным ливень не был. К сожалению, дом Наото находится очень далеко, однако дом Нагатора совсем рядом, и она приглашает сэмпаю к себе. Дома сэмпай представляет, как выглядят родители его подруги, сушит вещи и нюхает полотенце Нагатора. А в комнате ребята никак не могут начать диалог, ведь Наото даже не знает, куда смотреть. Благо Нагатора не из робкого десятка и начинает разговор с каверзного вопроса на тему того, что же обычно делают парни, когда находятся в комнате у девушки. Наото смущается. Он начал воображать себе всякие пошлости. Нагатора предлагает сыграть в игру, что-то типа Текена на минималках. Когда ребята сели играть, выясняется одна маленькая деталь. Так как Наото атаку, он в этой игре является настоящим профи. И первый же матч сэмпай забирает в сухую. Это бесит Нагатора. И Наото, понимая, что сейчас она оказалась на его месте. Сэмпай собирается мстить за все свои страдания. Но его преимущество продлилось недолго, потому что Нагатора дунула ему в ухо. В общем-то, ребята неплохо посидели. И Нагатора на прощание сказала, что они могут сыграть как-нибудь еще. В следующий раз. А в другой день Наото отправляется в столовку и присоединяется к компании подруг Нагатора. Сэмпай, понимая, что ему нужно очень быстро все съесть и убежать. Но издевательства начались почти сразу же, как он сел за стол. Так что бежать уже смысла не было. Автор манги посчитала, что жизнь Наото слишком проста,
поэтому теперь над ним издеваются сразу 3 девушки. Не все так просто. Оказывается, Нагатора не шибко-то и нравится тот факт, что над ее сэмпаем издевается кто-то другой. Поэтому Нагатора защищает сэмпая от своих подруг. Вот это поворот, конечно, да. Возможно, это намек на будущее развитие отношений этих двух, но об этом позже. А тем временем Нагатора хочет научить Наото защищать себя. И главному, чему хочет научить Нагатора своего сэмпая, это прием под названием пощечина. Типа, если кто-то над тобой издевается, то бум по лицу, и все станет хорошо. Но нельзя забывать, что мы имеем дело с максимально закрытым и несчастным человеком, поэтому он не решается на пощечину. Хотя Нагатора все-таки удается разозлить сэмпая, и тот случайно задевает ее грудь. Оп, внезапный переход на следующий день. Наото отмывает свои руки от краски, и в этом ему составляет компанию Нагатора, которая тоже пришла помыть ручки от липкого и сладкого сока. Наото немного заводит движение Нагатора, пока та моет ручки. Нагатора сводит все в пошлость и говорит, что это похоже на то, как будто они моют руки перед пошлостями. Нагатора натирает руки своему сэмпаю, и тот после домогательства убегает восвояси. Уже в кабинете Наото спокойно обедает, а так быть не должно. Поэтому подружки главной героини пришли доставать Наото. Всякие приколы по типу: «А, ты девственник, ну, ты что, никогда не трогал женскую грудь? Хочешь, я тебе дам свою потрогать, а?» Бро, кринж. Наото буквально заставляет прикоснуться к мягкой, упругой булочке, едва знакомой ему девочке. Но все нормально, ведь Наото трогает действительно самую обычную бобовую булочку. Хотя даже этот факт не помешает Нагатора, которая буквально за секунду появилась в дверном проеме, всех быстренько раскидать и позлиться на своего сэмпая. Ей не нравится то, что Наото трогал кого-то помимо нее, поэтому она предлагает свое тело. Но не шибко радуйтесь, Нагатора, так же как и ее подружки, даст потрогать только обычные сдобные булочки. Наото такое положение дел устраивает, и когда он уже хотел прикоснуться ко второй своей цели, вдруг внезапно из лифчика Нагатора выпадает булочка, а на месте вкусняшки остается как бы, ее настоящая грудь. К сожалению для Нагатора, Наото не заметил подмены и в лихую начал трогать ее плоть, пощупал то так, то сям, и за это получил булочкой по хлебалу. Заслуженно. После такого последовал неловкий перекус булочками. На следующий день Наото ожидает Нагатора в кружке рисования, так как он пообещал ее нарисовать. Нагатора для красивого рисунка притащила диван, хотя в первую очередь он ей нужен был только потому, что на обычных стульях сидеть сложно и неприятно. Понимаю. Перед тем, как начать рисовать, Наото должен научиться дарить комплименты другим людям. Почему должен, не помню. Я это скипнул. И Нагатора предлагает потренироваться на ней. Наото думает про себя, что же такого он может сказать. Говорить про фигуру Нагатора ему страшно, так как она посчитает его извращенцем. Поэтому сэмпай начинает осыпать ее неловкими комплиментами, отчего ей становится приятно. Ну и пора переходить к делу. Правда, Нагатора никак не может принять позу, тем самым смущая сэмпая. В итоге Нагатора постоянно вертится, дразнит Наото, и тот за несколько часов ничего не нарисовал. Нагатора от такого душненького мэна засыпает, и пока она спит, Наото взялся за рисунок. После того, как он почти закончил, Нагатора резко оказывается у него за спиной и говорит, что рисунок в принципе норм, так что Наото может получить награду. Она снова просит закрыть глаза своего сэмпая, и Наото начал ощущать приятные прикосновения к губам. Но нет, это не поцелуй от Нагатора, это обычная плюшевая игрушка. А Наото аж язык высунул. Затроллен, пчел. Ну а следующий день начинается для Наото, как обычно, отвратительно. Нагатора решила поиграться с Наото, но тот на нее не обращает внимания. И в комнату заходят подруги Нагатора, которые уводят Наото, и тот говорит, что с ними лучше, чем с Нагатора. Но, к сожалению или к счастью, это просто сон. Нагатора просыпается в холодном поту и понимает, что может в любой момент потерять такого преданного раба. Поэтому кидает в его сторону комплимент, что типа он не такой уж и мерзкий. Спасибо. Утром Наото с Нагатора играют в щекоталочки. Нагатора раздевается до купальника и просит, чтобы сэмпай ее пощекотал. Но в момент X она быстро слилась и сказала, что Наото на нее как-то странно смотрит. Аргумент. Короче, Нагатора уже окончательно не может сдержаться и хочет побрить сэмпайские кудри, которые походят на шерстку барана. Однако сэмпая такая ситуация не устраивает. Благо Нагатора отвлекают телефонным звонком ее подружки, которые на самом деле решили ее просто убрать и закрыться в кружке с ее сэмпаем. Внутри кабинета происходит тотальный кринж. Боже, какое же слово кринжовое. Ведь Наото просто-напросто пытают 2 девочки. На помощь бедному сэмпаю спешит, вы не ожидаете, Нагатора. Она теперь стала официальным щитом Наото и прогоняет злых ведьм с лица земли. В итоге Нагатора спокойно и без каких-либо приколов стрижет сэмпая, и получается действительно неплохо. Правда, что поменялось, я не увидел. Следующий день начинается с 40-градусной жары. Думаю, всем знакомо.
дома. В такой ужасный день наши герои решают полакомиться морожкой. Только не каким-то дешманским убожеством из супермаркета, а настоящим, с рук. Только вот есть проблема. Для получения заветного плода Нагатора и Сэмпаю нужно отстоять очень долгую очередь из потных людей. В такой жарище Нагатора начинает потеть, и из-за этого ее лифчик становится виден всем окружающим. Парни сзади нашей сладкой парочки вовсю раскрыли свои бубеньки и зырят. А Наото, как настоящий мужик, закрывает такую красоту своим телом. Ребята в итоге не выдерживают очереди и сбегают. Наото покупает Нагатора холодненькой водички, а та, в свою очередь, покупает им мороженое. В общем-то, парочка приятно проводит время. По пути домой Нагатора просит сэмпая отпить из его бутылки с чаем. А что это значит? Правильно, непрямой поцелуй. За такое Наото получает стикер «Извращуга» от избранного контакта, а именно Нагатора, которая добавила его к себе в мобильник и будет теперь с ним общаться и на летних каникулах. А в начале 6-й серии происходят максимально непонятные вещи. Другой мир. Наото маг. Нагатора кошка-девочка. Тут даже кошка-кролик и кошка-дракон есть. Правда, все это было сном Наото, поэтому мы это скипаем. И переходим к самому сладкому. Пляжный эпизод. Наото, как обычно, сидит дома и ноет, но его покой быстро прерывается телефонным звонком от Нагатора, которая приглашает молодого на пляж. На пляже все доходит до максимального хорни-пика. Все в купальниках пошло себя ведут, ну, кроме сэмпая, который не хочет идти купаться. Однако у девочек другие планы, поэтому они намазывают крем от загара на Наото, своими ступнями отправляются купаться. И в целом-то день прошел хорошо, было даже весело. И Наото подчеркивает, что разнообразное времяпрепровождение крайне полезно для жизни. Ну что-то я заговорился, прошу прощения. Пожалуй, стоит дать Мика, простите, Куну слово. Следующий эпизод также посвящен излюбленной теме всех обожателей повседневности, а именно летний фестиваль, на который часто ходят влюбленные пары. Наото думает, что раз Нагатора в последнее время часто обращает на него внимание, то скорее всего она пригласит его на этот фестиваль. Но, к сожалению, звонка сэмпай так и не дожидается. Поэтому он просто отправляется на фестиваль в одиночестве. На фестивале он встречает подружек Нагатора, которые одевают его в ошейник и отправляют Нагатора фотку с подписью. Мол, теперь это наш питомец. Нагатора триггерится и мчится со скоростью света отвоевывать сэмпая. Чтобы его присвоить себе, нужно заполучить как можно больше игрушек из развлекательных игр фестиваля. Поэтому ребята отправляются играть. По окончанию соревнований Нагатора побеждает, и сэмпай остается в ее власти. И теперь, когда Наото и Нагатора остались наедине, они отправляются посмотреть фейерверк. Правда, чтобы на него попасть, нужно отстоять длиннющую очередь. К счастью, Наото вспоминает об одном тайном месте и хватает Нагатора за руку, чтобы отвести ее туда. Нагатора не ожидала такого смелого поступка от сэмпая и немного покраснела. На заветном месте ребята любуются фейерверками и разговаривают о пошлостях. Но недолго, так как в один момент большой фейерверк освещает местность, и оказывается, что на этом типа тайном месте в основном собираются пожмыхаться парочки, а не просто фейерверк смотреть. Ребята убегают, и Наото говорит Нагатора, что хотел бы снова сходить в следующий раз вместе с ней. Нагатора в принципе не против. В другой же день в кружке рисования Нагатора спрашивает сэмпая про контрольные, ведь они наступят уже через 4 дня, и если Наото не сдаст, то он отправится на второй год, прямиком к Нагатора, и они будут учиться вместе. Это немного пугает Наото, но он не может отрицать того, что скучно тогда точно не будет. После такого разговора Наото принимается за учебу. Попутно его отвлекают мысли о том, а что если он останется и на 3-й год? Тогда Нагатора и ее подружки будут уже сэмпаями для него. Эти противные мысли мотивируют Наото работать на износ, и в итоге он сдает все экзамены на нормальный балл. После трудной недели Нагатора, как обычно, отправляется в кружок по рисованию к своему сэмпаю. Подойдя к двери кружка, Нагатора слышит какие-то странные разговоры. Нагатора фантазирует себе всякие пошлости, поэтому врывается в помещение, и оказывается, что подружки Нагатора просто пытались помочь достать занозу из пальца сэмпая. Ну а уже по пути домой Нагатора хочет сыграть в игру. Кто проиграет в камень-ножницы-бумагу, тот будет нести все вещи победителя. Первую партию забирает Наото, и Нагатора с угрюмым лицом несет вещи своего сэмпая. На другом перекрестке Наото понимает, что ему не сдобровать, если он выиграет у Нагатора и в этот раз. Так что он принимает тактическое решение и специально проигрывает. Пока Наото нес вещи Нагатора, та в свою очередь начала издеваться над ним. На последнем перекрестке Наото не собирается больше терпеть унижение и хочет выиграть. Но он проигрывает, и уже готовясь взять рюкзак Нагатора, она внезапно прыгает на него и говорит, чтобы он понес ее на спине. Пока они шли домой, Нагатора начала сползать, и тогда Наото решает вернуть ее в более удобную позу и хватает ее за ляхи. От такого поворота, да еще и от сэмпая, Нагатора убегает домой. Наото же думает, что он сделал что-то не так, хотя на самом деле Нагатора всего-навсего очень сильно возбудилась. Дома Наото никак не может успокоиться и ждет звонка Нагатора, ну или хотя бы сообщения. Нагатора наконец звонит
звонит сэмпай и говорит, что она сейчас в ванной. Это ставит Наото в неловкое положение, и он не может скрыть своего смущения. Нагатара из-за этого так сильно смеется, что аж не заметила того, как случайно она включила камеру. И Наото, поднеся телефон к лицу, увидел все ее прелести. Точнее, все, что было чуть ниже и выше плеч. Оба после этого сидят красные, косплеят помидоры. На этом заканчивается их день. Утром другого дня Наото направляется в свой кружок по рисованию. Его мысли полностью охвачены красотой и спокойствием этого места. Ведь это, по сути, бункер от внешнего мира. Когда Наото заходит в класс, его ожидает сюрприз в виде шумной женской компании во главе с Нагатара. Наото хочет узнать, почему девчонки тусуются здесь, а не там, где обычно. Оказывается, их привычное место, столовая, была атакована другой шумной компанией, состоящей из мальчишек. Девчонок это не устроило, и поэтому они ушли. Наото удивляется такому поведению. Он думал, что они начнут, например, драку за место. Но не все так просто. У девочек был план. Одну из них направили совращать мальчишек, чтобы потом пацаны начали ссориться и разошлись из-за ревности к друг другу. Наото ужасает такой план. Это ж бесчеловечно по отношению к мужскому полу. Но кого волнует мнение какого-то тощего извращенца-сопляжуя? Хотя на самом деле, по сравнению с другими парнями, Наото не выглядит как извращенец. Девчонки даже наоборот считают Наото за травоядного. Хотя Нагатара не согласна, и чтобы доказать то, что сэмпай извращуга, она хочет найти какой-нибудь пошенький журнальчик в классе кружка. Это будет доказательством извращенских наклонностей сэмпая. Поиски Нагатара долго ни к чему не приводят. Наото это видит и решает помочь своей, так уж и быть, подруге, и подсовывает Нагатара свой похотливый журнальчик. И когда Нагатара его находит, он притворяется, что огорчен этому. Известна ли вам поговорка «без труда не выловишь и рыбку без труда»? Что? Короче, помните ту бабу, которая соблазняла пацанов на всякие вещи? Так вот, теперь за ней начал сталкерить один пухляш, и намерение у него серьезное. От сталкинга бедная подруга Нагатара идет плакаться к сэмпаю, просит его побыть ее парнем на один день и сходить на свидание, чтобы сталкер отвязался. Такой расклад не вписывается в сюжет Нагатара, и та очень злится, но все же допускает свидание. Все прямо как в этих любовных мангах. Подставное свидание превратится в настоящее, и потом будет любовь. Вот какие мысли посещают Нагатара всю операцию. Короче, ей это все надоедает, и она не собирается ждать и начинает действовать. Нагатара соленово находит сталкера и вытаскивает его на люди, тем самым прекратив операцию и завершив свидание сэмпая с другой девушкой. Следующий летний день пятницы начинается с мерзкого урока физкультуры. Сэмпай еле-еле волочится за остальными. Нагатара и подружки это замечают, и оказывается, что старшой отстал уже на целый круг. Нагатара беспокоит такое физическое состояние ее сэмпая, поэтому она говорит Наото, что со следующего дня сэмпай и Нагатара начнут заниматься тайными уроками физкультуры. Теперь Нагатара, не надо издеваться, превратилась в спортивное аниме, поэтому костюмы должны соответствовать дресс-коду. И у Нагатара это замечательно получается. А какой загарчик! Уф. Наото явно не справляется с удержанием своих пошлых мыслей, поэтому на пробежке старается обогнать Нагатара, чтобы не видеть ничего, кроме улицы. Но Наото слишком слабенький и долго удерживать лидирующую позицию не смог и выдыхается. На полпути Наото снова распустил нюни, говорит, что бег это не для него, а Нагатара начинает над ним издеваться и называет его букашкой. Сэмпай это бесит, и он снова начинает бежать, и спустя 5 километров умирает. Нагатара же хвалит его за пробежку и приказывает ему заняться растяжкой. Наото наконец присоединяется к Нагатара, и в какой-то момент их палит Йоши. Неловко получилось. Следующий день стартует со сложной проблемы Наото. Он не знает, чей портрет ему нарисовать на этот раз для культурного фестиваля. Нагатара приходит к нему на помощь и говорит, что готова попозировать. Однако Наото отказывается и отвечает Нагатара, что нарисует парня. А та в свою очередь достает пошлый рисунок сэмпая, где он изобразил Нагатара в костюме кошки-девочки-болельщицы. Сэмпай под давлением соглашается на то, чтобы нарисовать портрет Нагатара, и просит ее попозировать в таком же костюме, как он и нарисовал. Нагатара эта просьба некоторое время заставала врасплох, но потом она достала костюм кошка-девочки. Сэмпай кончает с шутками и приступает к рисовке. Пока он думает над композицией, подружки и Нагатара рассказывают о том, какие они будут делать приколы на культурном фестивале. Нагатара же спрашивает, чем будет заниматься кружок рисования на фестивале, и сэмпай уходит в воспоминания о прошлом, о прошлогоднем фестивале, где он и глава клуба сделали замечательную выставку картин. Последний
последнюю выставку, где Наото работал с кем-то, ведь в следующем году Наото остался один в кружке. И уже в наше время Наото говорит, что постарается провести в очередной раз выставку картин. Нагатара и подружки называют эту идею скучной и нудной и начинают фантазировать о том, что же может сделать его кружок вместо такой фигни. Предлагают переодевание, косплей или даже переодеть сэмпая, но нет. Нагатара говорит, что переодевать Наото это уже за гранью. И в этот момент сэмпай слышит, как кто-то поднимается по лестнице и просит всех девочек спрятаться. В кружок заходит глава клуба. Красивая, высокая девушка с огромными намерениями по поводу ее кружка. Глава клуба говорит, что кружок пора закрывать, так как Наото превратил его в какой-то притон с весельем. Ее слова бесит Нагатара, которая прячется за дверью. А когда глава клуба сообщает о закрытии кружка, Нагатара выходит из другой комнаты и начинает защищать своего сэмпая. Говорит, что Наото максимально серьезно относится к кружку и так просто закрыть его нельзя. По глазам главы клуба понятно, что Нагатара ее немного бесит, и она предлагает пари. Наото создаст свою выставку и будет сражаться с главой клуба. Если Наото выиграет, то кружок расформировывать не будут, а если проиграет, то всему придет конец. В Аутре Нагатара пародирует главу клуба кружка рисования. Наото такое поведение Нагатара не находит разумным и просит прекратить издевки. Но благородный поступок сэмпая все подружки Нагатара расценили как признание того, что он втюрился в главу клуба. И что вообще это была его бывшая. Нагатара подозрительно смотрит на сэмпая и спрашивает, какие шансы на победу в фестивале у Наото против главы клуба. Тот печально сообщает, что нулевые. Тогда девочки предлагают свою помощь в фестивале и переодеваются в служанок-кошечек. Но Наото сообщает, что это не поможет, так как в прошлом году кружок рисования занял аж 6-е место среди всех остальных, а кружок косплей-кафе только 11-е. Наото рассказывает девочкам, что глава клуба выиграла во множестве конкурсов, а в прошлом году победила из-за необычной картины – голого автопортрета. Нагатара сразу все поняла и начала медленно приближаться к Наото, который оправдывается тем, что это же искусство, картина это не извращение. Маки говорит сэмпаю о том, какую картину ему стоит нарисовать и предлагает повторить что-то похожее на рисунок главы клуба. Нагатара сразу же выставляет свою кандидатуру на роль эротичной картины, только вот у нее нет нужных параметров. Также Наото предлагает нарисовать обнаженку, но сэмпай слишком сильно стесняется. В общем, уже по дороге домой Нагатара замечает, как сэмпай что-то рисует. Наото, оказывается, рисовал Нагатара в обычной повседневной жизни, без эротики и всего остального. Нагатара говорит ему, что таким рисунком победить нельзя, но все же ей очень приятен тот факт, что Наото в принципе любит рисовать Нагатара. Поэтому на следующий день в кружке рисования Нагатара старается изо всех сил и подбирает разнообразные красивые костюмы. Однако сэмпай ничего не может нарисовать. Доходит вплоть до того, что Нагатара оказывается только в простыне, но даже так Наото ничего не может намацать. Также в кружок заходят подружки Нагатара, которые выставляют Наото дураком, так как по их мнению он не хочет рисовать Нагатара из-за того, что не считает ее такой же красивой, как главу клуба. Нагатара из-за этого обижается и убегает, а Наото говорит, что разберется со своей проблемой самостоятельно и не будет рисовать Нагатара. Сэмпай приступает к работе и решает нарисовать какую-то полнейшую хренотень. Да, выходит вроде неплохо, но это не сможет потягаться с картиной главы клуба, которая, кстати, в этот момент и появляется за спиной Наото и говорит, что его мазня это полнейшая фигня. То, что нарисовал Наото, это не картина, а этюд. В нем нет жизни и нет самого главного – любви. В этот момент приоткрывается дверца кружка и в щелке появляется Нагатара, которая видит полуголую главу клуба, и Наото, который рядом с ней сидит. Понятное дело, она строит не те выводы и убегает. Глава клуба же приказывает Наото бежать за ней, ведь именно эта девочка ему нужна для картины. Сэмпай выбегает из кружка и добегает до Нагатара, но не знает, что и сказать. Погоня продолжается и идет вплоть до бассейна, где Наото наконец прозревает, что Нагатара все это время была именно той самой, поэтому он просит Нагатара ему попозировать. В самом обычном виде, без каких-либо приколов с костюмами и так далее. Попозировать в виде, в котором Нагатара как раз таки и нравится сэмпаю. И она соглашается. И вот после некоторого времени Наото показывает проделанную работу. Портреты Нагатара. Тема рисунков называется «День из жизни Нагатара». Девочки сразу подмечают, что Наото нарисовал Нагатара так, будто она его девушка. А дабы отбить неловкость и подозрения, Нагатара при девочках начала прикалываться над Наото. Однако веселье прерывается одной проблемой – картиной главы клуба, которая стала с предыдущей выставки только лучше. Сплошной разврат. Девочки говорят, чтобы Наото и Нагатара не переживали, ведь у них есть план. И вот фестиваль начался, а вместе с ним стартует исполнение жестокого плана подружек Нагатара. Они появляются на фестивале в костюмах и милыми речами завлекают мальчишек на выставку Наото. Когда же жертвы попадают в ловушку, то Нагатара начинает над ними издеваться. Да, в этой школе у всех есть странный фетиш на получение издевательств со стороны женщин. Популярность, кстати, одолевает не только Нагатара, которая, безусловно,
безусловно, выглядит красиво в костюме болельщицы кошка-девочки. Неожиданно некоторые посторонние девчата отправляют свои комплименты Наото за прекрасные рисунки для выставки. И Нагатора это видит и немного ревнует. По пути в столовку Нагатора подмечает то, что Наото начинает расцветать, но быстро сменяет волну лести на очередные приколы над сэмпаем. После обеда выясняется одна интересная новость. Главу клуба кружка рисования собираются дисквалифицировать за откровенную картину на выставке. Но Наото встает на защиту главы клуба, так как это несправедливо и что вообще искусство это сложно. И вообще благодаря главе Наото понял, что должен был все это время рисовать Нагатора. И да, даже если картина немного развратная, она все равно является искусством. И обязательно найдет не только похотливые взгляды школьников. В итоге главу кружка не снимают с выставки. Но это уже не страшно, так как все равно побеждает Наото и его команда. А за проигрыш девочки собираются кое-что сотворить с главой клуба. А именно, переодеть ее в костюм девочки-зайки. Достойное наказание, хочу заметить. Короче, после всего этого глава кружка говорит Наото, что картины, которые он нарисовал для фестиваля, в целом неплохие. И самое главное, в них заложено очень много любви. Нагатора, услышав это, сразу все понимает и немного смущается, но старается не подавать виду. А перед концом фестиваля появляется оповещение, что сейчас начнется концерт. И Наото приглашает на него Нагатора, ведь он хочет сходить туда именно вместе с ней. Она рада этому приглашению и, конечно же, выражает свое согласие. А на другой день, когда Наото в очередной раз рисовал Нагатора и показывала ей проделанную работу, она решила в очередной раз выдать награду сэмпаю. И нет, это не какой-нибудь щелбан, удар или другая издевка. Это самый настоящий поцелуй в щечку. Вот таким романтическим ходом и завершается первый сезон этого замечательного аниме в жанре повседневность. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Поставь лайк, напиши в комментариях о том, насколько бы ты хотел, чтобы Нагатора поунижала тебя. И, конечно же, подпишись на Микакуна, ну и на меня, да. Всем пока.